Какие фразы нарцисс просто не переваривает? Человек с нарциссическими чертами личности может казаться бесстрашным, каким-то сильным и уверенным, но есть фразы, которые выбивают почву у него из-под ног. Причем эта фраза это не крики, не какие-то скандалы, это фразы, которые могут быть сказаны спокойным голосом, но их содержание само по себе оно приводит нарциссов в такое замешательство. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений, и сегодня мы с вами поговорим о 5 фразах, которые нарцисс не переваривает. Если вам эта тема интересна, можете сразу поставить лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая фраза, которую нарциссы не любят, это фраза «я тебе не верю», когда вы говорите ее в ответ на его попытку газлайтинга. Газлайтинг это такая манипуляция, когда человек заставляет вас сомневаться в ясности своего ума, в том, что ваши воспоминания правильные. Предположим, вы напоминаете какой-то ваш предыдущий разговор и говорите, что вот мы же так с тобой договорились. Он говорит, нет, ты все придумала, такого не было. В такой ситуации хочется начать как-то доказывать, спорить, приводить какие-то доводы. Но вы таким образом все больше заходите в эту воронку газлайтинга. Если вы говорите человеку, что помнишь, вот мы с тобой разговаривали, он говорит, нет, ты все себе придумала, вы можете говорить просто, я тебе не верю. Я помню, как оно было, я полагаюсь на себя, а то, что ты мне сейчас говоришь, я просто тебе не верю. Таким образом, вы просто разрушаете эту манипуляцию, то есть газлайтинг не работает, если вы на себя не принимаете вот эту идею, что с вами что-то не так. Вторая ваша фраза, которая может бесить нарцисса, это фраза «мне это не подходит». Дело в том, что в отношениях с людьми с нарциссическими чертами, как правило, партнеры становятся какими-то удобными и подстраивающимися. Почему так происходит? Потому что, как правило, мы когда выстраиваем отношения, где есть два человека, которым одинаково важны эти отношения, то мы идем друг другу навстречу, и мы каждый со своей стороны чуть-чуть добавляем какой-то своей удобности. В случае с нарциссом подстраиваетесь только вы. Предположим, вы договорились о встрече, он вам звонит, говорит, я не приеду, у меня не получится, давай ты приедешь. Вы думаете, хорошо, мне же важны эти отношения, мне же тоже нужна эта встреча. Я тогда, наверное, возьму и приеду, хотя вроде договорились, что он приедет. И так вот часто вы начинаете подстраиваться. Если в какой-то момент вы говорите, что нет, мне так не подходит, так не будет, то нарциссу такая фраза, конечно, очень не понравится, потому что он утрачивает контроль, он больше не может рассчитывать на то, что вы будете постоянно удобны. Третья фраза, которая не понравится нарциссу, это твоя ответственность. Когда вы его ответственность за его действия возвращаете ему. Дело в том, что нарциссы, как правило, ответственность за собственные ошибки перекладывают на окружающих. Им просто тяжело видеть себя в нехорошем свете. Такова структура нарциссической личности. Предположим, если он куда-то опоздал, то это не он виноват, что он не рассчитал время, а виноваты пробки. Или то, что адрес такой, что его сразу так не найдешь легко. Если он, скажем, на вас накричал и вы расстроились, то, конечно же, виновата ваша излишняя эмоциональная хрупкость, а не его эмоциональная несдержанность. То есть виноват всегда другой, а не он. Если вы ему возвращаете ответственность за его поступки, фразой, что это твоя ответственность, что ты сейчас выбрал на меня накричать, то таким образом ему эта фраза очень не нравится, потому что, во-первых, он проваливается в собственный стыд, он видит себя с нехорошей стороны. А во-вторых, вы же таким образом не принимаете на себя эту ответственность. То есть это не вы виноваты в его крике, а он, соответственно, вас сложнее контролировать. И вот когда начинаются вот эти фразы, что ты сам виноват в том, что ты делаешь, нарциссу это очень не нравится, когда вот эти вот разговоры все начинаются. Четвертая фраза, которая нарциссу очень не понравится, это фраза «мне с тобой плохо», если вы находитесь в какой-то длительной конфликтной ситуации. Дело в том, что часто бывает так, что когда вы понимаете, что вам плохо из-за того, что он как-то себя ведет, вы можете начать использовать так называемые «ты-сообщения». Ты нарцисс, ты абьюзер, ты какой-то, не знаю, токсичный, ты меня оскорбляешь. Таким образом, нарцисс может включиться в эту игру, и он начинает как-то апеллировать, говорить, что я себя так не чувствую, я не имел этого в виду, скажем, или давай как-то постараемся с тобой разобраться, что такое токсичность. И вы начинаете ввязываться в какой-то бессмысленный, бесконечный спор, который на руку только другому человеку, потому что вы чего-то от него хотите, соответственно, он в центре вашего внимания. Он чувствует себя, что да, я людей как-то интересую, по крайней мере, своего партнера. Если же вы говорите «мне с тобой плохо» в формате «я» сообщения, то с этим очень сложно как-то поспорить. Человеку плохо, и что ты ему скажешь? Он так себя чувствует. Когда вы говорите «мне с тобой плохо», нарцисс еще чувствует, что его образ идеального какого-то партнера, идеального человека разрушается. И таким образом он либо вынужден искать какие-то возможности диалога с вами, если ему позволяет его, собственно, организация личности, либо он просто сталкивается с бессилием, что я ничего не могу сделать, я не могу никак повлиять. То есть такие фразы нарциссу очень не нравятся. Пятая фраза это «я без тебя справлюсь». Самая страшная фраза для нарцисса. Дело в том, что у нарцисса есть вот это ощущение уникальности, элитарности, какой-то избранности. Соответственно, он транслирует это всем окружающим, в частности своему партнеру. Часто говорит о том, что вот если мы с тобой разойдемся, то ты не сможешь иметь такую же жизнь, как со мной. Да, иногда я как-то веду себя так, что тебе это не нравится, но ты же понимаешь, насколько я важный. Ты без меня просто не справишься. Поскольку он часто об этом говорит, особенно если партнер этот человек такой мнительный, тут эти зерна прорастают, сомнения у него в голове, и человек находится рядом с нарциссом, даже если ему это не подходит. Если вы в какой-то момент
понимаете, что действительно вы можете самостоятельно без него справиться, и ему это говорите не как угроза какой-то, как, знаете, как блеф, а просто как какое-то, такое твердое, уверенное осознавание, что я без тебя смогу, я и без тебя смогу жить, то нарциссу эта фраза очень сильно не понравится, она может привести к тому, что он впадет в какую-то либо тревогу, либо нарциссический гнев, потому что он понимает, что он утрачивает контроль. Идея о его какой-то вообще незаменимости в этот момент пошатнулась, и все, он теперь уже не незаменимый, вы без него сможете. То есть, когда получается, что он проваливается в свое это нарциссическое ничтожество. Все эти фразы сработают только если у вас есть достаточно какая-то уверенность, потому что если у вас внутри есть страх, не знаю, какой-то высокий уровень тревоги, вы там, не знаю, как-то сомневаетесь, то это все будет слышно другому человеку, в том числе нарцисс, конечно же, это услышит, он воспримет это как ваш какой-то блеф, и он эту игру, естественно, подхватит, потому что это то, как он выстраивает отношения. Ему важно, чтобы в отношениях была постоянная конфронтация, постоянно эти эмоциональные качели. Это такие, знаете, раунд за раундом, где он должен раунд за раундом выигрывать. Никогда эти отношения не должны стать спокойными. Если вы понимаете, что это не то, что вам нужно, и вы ищете каких-то стабильных, здоровых, спокойных отношений, где должно быть это состояние счастья такое субъективное, то есть где нет постоянной конфронтации, то, соответственно, вот вам нужно попытаться найти вот эту опору внутри себя. Потому что любое взаимодействие, где у вас такая эмоционально слабая позиция, оно приводит к тому, что вы еще больше тонете в этом болоте этих разрушительных отношений. Если вам важно поработать над этим, над этой внутренней эмоциональной опорой, вы можете обратиться ко мне на консультацию. У меня на канале под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне личные сообщения, мы с вами договариваемся и работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы когда-нибудь сталкивались с нарциссами, то какие фразы, как вам кажется, из вашего опыта, оказывают на них наиболее такое неизгладимое впечатление, наиболее для них неприятные. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь собственным опытом. Если эта тема кажется вам важной, видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.